Итак, всем привет! Сегодня наконец-таки запишу долгожданное видео по работе с опционами на Binance. Итак, нам необходимо пополнить наш кошелек, пополнить его в USDT и далее сделать перевод на деривативы опционов. Итак, все, мы пополнили кошелек, мы сейчас на споте находимся. Если необходимо будет записать инструкцию на телефоне, обязательно напишите мне в личку или там в чат общий, неважно. То есть суть та же. То есть сейчас я запишу в первую очередь на компьютере и потом, если потребуется, на телефоне. Итак, нам необходимо сделать перевод со спота на опционы. Переводим USDT. Сейчас на примере 100 баксов покажу простой пример. Скажу сразу то, что покупать можно там хоть на 10 долларов, хоть на 20, без разницы. То есть, если даже стоимость опциона там 1000, да, то можно покупать все равно на 100 или там на 10 долларов. Итак, все, мы сделали перевод. Заходим в опционы. То есть, если вы на телефоне, они у вас будут во вкладке фьючерсов, то есть торговля. Итак, все, мы зашли в опционы. У нас есть всего лишь 3 опциона. То есть, вот они здесь чарт. Первый это биткоин, второй это эфириум и третий это BNB. Нас, в принципе, это устраивает. Здесь достаточно хорошая ликвидность. Вот, посмотрите сами, какое количество сделок вот проторговано было только за последних там буквально пару часов. Достаточно большое количество, я скажу, по сравнению с тем, что торгуется на том же Тинькофф, да. Так, все, у нас общий капитал 100 баксов, все, деньги пришли. Если кому потребуется, можно вот тут пройти обучающее видео, да, перед торговлей. Вот, обязательно пройдите, посмотрите, может что-то новое для себя усвоите. Итак, мы уже с вами разбирались, что такое дельта, гамма и так далее. То есть нам, в принципе, сейчас это не надо повторять. Сам факт того, что важное надо знать даже без углубления того, что такое дельта, гамма, вега и так далее. Тета. То есть нам необходимо знать, что такое страйк, то есть это простыми словами цена. Нам необходимо знать, что такое колы, что такое путы, то есть колы на покупку, грубо говоря, простыми словами, путы на продажу. И третье, что важно нам знать, это экспирация. То есть до какого числа у нас будет в работе наш опцион. То есть когда у нас будет дата экспирация. То есть мы можем выбрать либо все даты, но это не совсем удобно, да. Либо выбрать подходящую нам дату экспирацию. То есть обратите внимание, здесь вплоть аж до 2024 года, да. То есть на год можно купить опцион. Ну и логика понятна, да, то, что чем в принципе ближе дата, да, по истечению, то есть сегодняшний опцион, допустим, со страйком в 30 тысяч долларов стоит на 310 баксов, то есть если через год этот опцион, да, будет отрабатывать, то он стоит 7 тысяч долларов. То есть понимаем, да, логику, то есть если там через пару месяцев, то он будет стоить там 1600 и так далее. То есть смотрите, в первую очередь, что нам необходимо понять. Допустим, мы хотим купить опцион по биткоину, да, ну я уже сейчас открытую сделку сразу говорю, можете, я сейчас в канал это все скину, можете повторять, то есть у нас еще там, насколько я понимаю, так, да, можно покупать еще. Со страйком 30 тысяч, допустим, мы хотим взять опцион на неделю 21 число, если я не ошибаюсь, да, 21 число. Вот здесь выбираем 23 год, 04, 21 число. Все, у нас биткоин выбран. Нам необходимо call опцион купить. Итак, нам нужен страйк 30 тысяч. На данный момент опцион со страйком 30 тысяч стоит 845 баксов. Нажимаем на него. Смотрите, справа у нас появилась табличка. То есть цена, то есть текущего опциона там 860, да, там, допустим, или сколько, 845. Но мы можем, ну, это как по рынку, грубо говоря, войти. Но мы можем купить и на, так скажем, отложенным ордером на более выгодной нам цене. Допустим, если включить график, да, давайте посмотрим график буквально секунду. Смотрим график текущего опциона, то мы видим так сейчас. Буквально 4-часовой. Мы видим, что он стоил и по 410 рублей, извиняюсь, долларов, по 1500 долларов стоил. То есть он вот буквально тут за сутки, да, за сутки он ушел в 2 раза, грубо говоря, по цене. То есть можно купить там отложкой, да, выставляем здесь цену не 860, да, там, как рыночная, а, например, ну, по 600 мы хотим купить, к
примеру, да, то есть хотим купить по 600 и сумма, смотрите, стоимость одного контракта $600, да, то есть на данный момент стоимость одного контракта 860, то есть 600 это отложкой, то есть по рынку вот 860. Стоимость одного контракта у нас составляет $860, вот стоимость 866, плюс там можно комиссии посмотреть, ну, ребят, сразу скажу, на комиссии вообще внимания не обращайте, они реально копеечные здесь. Вот, то есть здесь количеством людей берут, поэтому здесь комиссии минимальные. Вот, у кого-то нету таких денег, да, торговать, покупать опционы по $860, можно поступить следующим образом. Купить опцион, например, не целый, да, контракт, а 0,1, например. То есть 0,1 контракт будет стоить нам $86. Ну и, следовательно, так далее. То есть если 0,01 будет стоить нам $8 66 центов. И нажимаем «Купить». Все, нажимаем «Купить», ордер создан. Создан по какой там цене я ставил? 860, то есть сейчас 860, он у нас должен войти в работу, то есть по рыночной цене. Продавать, в принципе, суть та же. Вот здесь открыть, есть закрыть. То есть по какой цене, сумма какая и так далее. То есть есть также, вот, ну, то есть у нас доступная маржа, да, в ордере у нас $8. В чем преимущество вообще опционов, в отличие от тех же фьючерсов? Смотрите. Мы купили опцион за $8, да, грубо говоря, там 8,66. Мы больше, чем 8,66 мы не потеряем. Даже если цена изменится, там, уйдет биткоин на $20 тысяч, да, там, или на 10, неважно, до даты нашей экспирации, то есть в течение недели, нас не ликвидирует, наш баланс не сольется, нас не закроют по стоп-лоссу, это не важно. Вот в чем преимущество опционов. И когда цена вернется, если все-таки, да, такое произойдет, знаете, зачастую у хомячков особенно бывает такое, что хомяки в одно место стопы ставят и просто идеально стоп забирает, и цена идет в нужную сторону. То есть, да и не только хомяки, и опытные трейдеры с этим сталкиваются, потому что они тоже зачастую ставят в одно место свои стоп-лоссы. И поэтому опционы намного выгоднее в данном случае. То есть вас не ликвидирует, вас не закроет по стоп-лоссу. Если все-таки ваш сценарий не отработает, максимум, что вы потеряете, это сумму вашего опциона. Ну и плюс комиссии, конечно. А как сказал ранее, комиссии копеечные, поэтому не стоит обращать на них внимание. Сейчас я показал максимально доступный формат работы, если у вас, допустим, маленький какой-то баланс, да, ну и, разумеется, можно работать серьезно, интереснее будет, если там вы купите там 3-4 контракта, да, ну если у вас деньги позволяют, то есть совершенно тут другие суммы можно зарабатывать. Расчет здесь, в принципе, на то, что будет профит взят не за какой-то короткий промежуток времени, а хотя бы за среднесрочный отрезок, там, ну, так скажем, времени, то есть там за неделю-две. То есть меня это устраивает, и мы можем вывести тремя инструментами, да, работая, в принципе, там раз в неделю с каждым. То есть 3 сделки в неделю, я думаю, будут всех устраивать. То есть вот по эфириуму, пожалуйста, смотрите, вот стоил по 130, ну, даже часовой можно график здесь посмотреть. Стоил по 130, вот уже 158. То есть там, в принципе, цена не сильно изменилась, да, 200 стал. А по факту вот такой вот рост. То есть смотрите по своему балансу. То есть рекомендую, конечно же, начать с минимального и уже наращивать, то есть по факту того, как вы увидите профит, увидите в этом выгоду, когда все полностью освоите. Если что-то непонятно объяснил, пишите мне в личку, пишите в чат, я думаю, лучше в чат, потому что вопросы, скорее всего, будут одинаковые. Касаемо, я там говорил, вот эти дельта, вега, мега, мы это все проходили, все изучали, с этим все понятно. Если кому что непонятно, пишите, я с радостью отвечу. Ну и, в принципе, я с понедельника готов активно начинать работу. Если я сейчас там оформление все поменяю, тут еще немножко команду наберем, и можно, в принципе, спокойно работать. Я думаю, результат будет вообще
незамедлительный, потому что я сейчас с фьючами работаю, тут, в принципе, волатильность такая получше стала, то есть уже и прибыль видно, то есть на опционах будет, конечно же, интереснее, чем на фьючах. Все, ребят, надеюсь, данное видео вам было понятно и полезно. Если что непонятно, еще раз говорю, пишите в чат. Все, всем пока.